Всем привет! У меня раннее норвежское утро. Ну что, как вам вчерашний денек? Нормально? Нормально. Ну и вот, из-за этого, что вчера все пошло не по плану, получается, впереди у меня тоннель, или что там, короче, ремонт дороги, или вроде бы тоннель, который закрыт с 11 вечера до 10 утра. Ну и вот, мне 30 километров вроде бы до него, как плюс-минус. Поэтому я в часов 9 стартану. Вот. И продолжаем наши приключения. Сегодня тоже будет красиво. Я надеюсь, с погодой будет все хорошо. Вчера вечером стоянка была забита. Но сейчас уже все разъехались. Итак, все готовы? Поехали. Пять градусов у меня за бортом. Такой свеженький воздух. Пишите, значит, все, что вы напишете, все какие комментарии с вопросами, я на них буду отвечать в видео через неделю. То есть, эта неделя проходит в видеосъемке. На следующей неделе я читаю ваши комментарии, то есть на следующей неделе я записываю видео с вашими комментариями, ответы на ваши комментарии и так далее. Сегодня 5 выгрузок, но уже у нас 9 утра. Успею ли я выгрузиться в 5 местах? Вопрос интересный, конечно. Посмотрим, как все будет складываться. Не знаю, видно вам было на камере, дерево сделано в виде человечка. Я это сделаю отдельно, постараюсь, стоп-кадр покажу вам. Так, а вот у нас тут приехали мы, да? И указывают, то есть в стойло становиться. Тут все серьезно. Куда хочешь, короче говоря, становись. Ну, станем-то кем-нибудь. За Гиртекой мы станем. Пойду спрошу, все, он там проснулся, поедет или нет. Так, и все же получается движение в колонне.
Так, поехали мы. Еще 25 минут постояли. Машинка эта, конечно, прикольная, еще и без капота. Так, у нас еще одно приключение. Едем в объезд. Я думаю, в большей степени из-за этого участка объезда ночью движение закрыто. И движение, конечно же, в колонии. И вон я вижу, какой у нас крутой подъем. Так что здесь сразу уже, я думаю, когда первый снег, тут уже без вариантов. Без цепей здесь некуда ехать.
как вам приключения? Хотели бы здесь покататься? Я думаю, хотели бы. Только, конечно, на легковой, а не на грузовой. Да хорошо, что еще асфальт здесь есть. У меня уже какие-то потусторонние звуки начинаются в машине. Расход, как вы думаете, какой моментальный? 250. Ну, немножко падать начал. Высота у нас сейчас 1200 метров. Да, конечно, красотища здесь невероятно. Но вот у меня предположение, что даже если бы сейчас был бы снег, я был бы на цепях, то с 30 тоннами я просто тут бы не проехал. Вот я почему-то на 100% в этом уверен. Очень острый подъем, и заворот ни на одной цепи бы не вытянули бы. То есть, ну, если бы, конечно, было бы не посыпано. Если бы было бы посыпано, то на цепях вполне вероятно там проехать. Да, кстати, здесь, возможно, асфальта никакого и не было, либо же был старый, ужасный какой-нибудь, потому что этот положенный свеженький специально для объезда. Видите, да, какая разметка, яркая, асфальт темный. И что-то я сомневаюсь, что они успеют открыть тоннель до снега. Если они не откроют тоннель, будет, конечно, весело. Но, в принципе, бывает и такое, что просто могут вообще закрыть эту дорогу. Да, то есть это вполне реально. Для грузовиков могут закрыть эту дорогу, и все будут ездить в объезд. Да и вообще, многие работодатели зимой по 134 перестают ездить. Ездят все по 18-39. Ну, конкретно в моей фирме я понятия не имею, как они тут ездят. В общем, это мне предстоит узнать. Так, ну а мы подъезжаем к нашему повороту в сторону выгрузки. На 13-ю дорогу в городок Ода. Остановили меня транспортники. Вообще ничего не проверяли, спросили, вот у тебя там было в августе нарушение, сейчас все в порядке? Я говорю, да. Ну все, тогда езжай. И я поехал. Ну, у них очень много машин, они начали загонять на контроль, уже несколько стояло на полный осмотр, поэтому им до меня не было никакого дела. Широкий мост.
И встречка. У меня пошире было, то я его решил пропустить. Остановимся, я вам покажу водопад крутой. Круто, да? Так, мы продолжим наш путь. Так, друзья, а это был у нас водопад Лотефоссен. Такой вот у нас он красивый. И, кстати, он как бы признан одним из самых красивых водопадов Норвегии. И также он является самым посещаемым водопадом в Норвегии. Ну, летом, когда я здесь проезжал, то места остановиться просто не было, потому что было очень много людей. Несмотря на то, что Норвегия была закрыта на карантин, то есть это даже сами, то есть все местные сюда ездят любоваться им. Немного мы здесь попали в другой мир. Зеленая травка, водопады. Тут ехали по всему уже желтому полностью, коричневому. А здесь на тебе зеленая трава, деревья.
Еду я вот по такому городку. Ну, то есть это и есть у нас наша Одда, только у меня выгрузка чуть-чуть будет подальше. Да, конечно, когда в такие далекие кусты едешь, то хочется по максимуму разгружаться, а не всего лишь 1 тонну. Столько сил потраченных на такую дорогу и всего лишь 1 тонну. Жесть, несправедливость. Так, вот наш Монтер. И главное сейчас нам разобраться, где здесь заезд. Навигатор почему-то ведет дальше. Ну, а я не уверен, что дальше. Я поверну здесь. Здесь въезд на завод, и я могу предположить, что ну вот если я в эти ворота сейчас заеду, то я и не выеду, да? Поэтому я лучше стану здесь. Для надежности. Вот так вот мы станем. И пойдем кого-нибудь искать. В общем, правильно я все стал. Вот под такой горой я стою красивой. Ну и в целом кругом, конечно, ляпота. Ну а мне надо было 3 пачки сверху снять. Сейчас еще одну. И все, назад зачехлюсь, закреплю ремни. Все стоит четко. И помчим мы дальше, ребята. Так, выгрузились мы. Выгрузились. От этого легче нам не стало. И все, значит, сейчас мчим прямой наводкой мы в район Хаугесунда. Ну, точнее, под сам Хаугесунд. Потом еще за Хаугесундом 1 выгрузка. В общем, 120 километров. Значит, сейчас по дороге я вам покажу еще один крутой водопад. Мы будем его проезжать. Вот. И уже потом попадем на выгрузку. Поэтому не переключайтесь. Подъезжаем к 2-й выгрузке. И сейчас я отгружу им 20 пачек. И у меня выйдет это минус 12 тонн. И потом, то есть мы
в начале города Хаугесунд первая выгрузка, точнее вторая выгрузка, и третья выгрузка будет за ним. То есть я сразу сейчас сброшу весь свой почти вес, и это хорошо. Так, вон у нас указатель какой большой. Я вообще впритык приехал. А, не впритык, еще час они работали бы только и закрылись. Так что я думаю, мне главное еще на одну успеть. Выгрузка с 7 до 15 выгрузка, то есть я за полчаса приехал. Вот так. Вовремя. Так, надо искать водителя-погрузчика. Пускай командует где, что. Так, ну что, мчим на третью выгрузку. Надеюсь, они еще не закрыты. Ну, хотя вроде бы вот эта фирма Монтер, которую я еду, она не так плохо работает, как эти, до 3 часов. Поэтому я думаю, нормально мы выгрузимся. И почти налегке помчим на 4-ю выгрузку. Ну что, выгрузят меня или нет? Минута истины, так сказать. Если меня не выгрузят, то главное, чтобы хотя бы было где припарковаться. Ну вот, чувака выгружают. И меня пускай выгружают. Все, выгрузил я 4-ю точку, осталась последняя. Так что последний рывок, посмотрим, выгрузят нас там или нет. Ну, в общем, для меня сегодня день закончен. Не пришлось мне никуда ехать. 22 километра до последней выгрузки. А здесь стоянка как бы для грузовиков, поэтому я остаюсь здесь. Ну, а с вами был Федор. И до завтра. Посмотрим, что нас завтра ждет после выгрузки. Всем пока.